Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители и подписчики канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Был ряд вопросов, да, продолжить уроки, скажем, и какие моменты вам непонятны. Не все, конечно, сразу, вопросы есть, да, будем рассматривать постепенно. Постепенно и по мере моей возможности, скажем так. Сегодня мы еще раз рассмотрим, кто не сначала начал смотреть видео на канале, да, не смотрел, скажем, не следит за новостями и не следит за как проходили, скажем, первоначальные уроки, что и как правильно делать. Но сегодня еще раз разберем. Был вопрос, его мы не разбирали, но вот заодно добавим непосредственно уже информацию. Да, перед вами находится невысокая сеть. На ней, значит, посажен непосредственно низ. Низ уже посажен. Да? Я просто будем разбирать пример. Низ на ней посажен. И пропущена веревочка, да, садовая нить. Непосредственно садовая нить пропущена уже по краю. По краю. Вот она пропущена уже. Да, идут петли. Идут уже петли. Значит, если сеть невысокая, еще раз, как взять размерность боковой нити. Если сеть невысокая, вот, допустим, она здесь, если в жгуте, она составляет, она невысокая, 90 сантиметров в жгуте, то ниточку просто боковую надо припустить немножко поменьше, чем ее высота. То есть, если 90, то вполне хватит сантиметров 5 на нее, да, поменьше. Сделать вот эту нить боковую 85 или сделать 70, да. То есть, это тоже значение 70 вполне хватит на 70. Что при этом мы делаем? Уже показывал на канале, да, что при этом и как это делается. То есть мы берем просто линейку, да, и отмеряем скажем, перед тем как начинать садить сеть, да, отмеряем просто 70 сантиметров по нитке, чтобы было 70 сантиметров. И делаю я просто фиксирую. Можно узелочек, можно фломастером отметить, кому неудобно. На этой нитке, допустим, отметить, поставить риску, да, что здесь 70. Кому как удобнее здесь, ручкой, не суть. Как это сделать? Давайте, я делал всегда узелочек, но сегодня сделаем пометим с вами ручкой, к примеру. Я буду поправлять, конечно, камеру, скажем, чтобы было и виднее вам, и как-то ракурс был взят. То есть тут все понятно, тут мы отмечаем, да, и отмеряю 70 сантиметров. Беру линейку рабочую, я пользуюсь деревянными линейками, которые составляют 50 сантиметров. Это высоко, сейчас я спущу здесь. Вот, скажем, 70 сантиметров, да. Я отмерил себе 70 сантиметров. Я вам показывал ранее на уроках, что я здесь завязываю узелочек, да, мечу, что это 70 сантиметров. Сегодня сейчас достану ручку. Сегодня сделаем по-другому. Может, просто черная нитка была, да. Просто отмеряем, что тут, к примеру, 70. Удобнее фломастером, маркером, да, чтобы было виднее. И сразу провести, чем ручкой сидеть тут чертить. Провел раз, и все понятно. Я отметил 70 сантиметров. Данная сеть, она составляет длиной порядка, у меня определенный сад на ней идет. И она составляет, скажем, ориентировочно 50 метров. 50 метров будет. Так как 50 метров, то, что я вам говорил, вы лучше, скажем, концы рыболовной сети, да, и скажем, концы рыболовной сети, вы лучше оставьте подлиннее, чтобы было удобно завязывать, развязывать, обслуживать сеть в дальнейшем.
И привязывать также было удобно, и собрать ее на этот шнур было удобно. Мы уже это разбирали. Я отмеряю, допустим, по этой сети. Там она 50 метров. Ну, хватит вполне 50 сантиметров. Можно взять с запасом 50. Можно с запасом беру 60. Чтобы для удобства вообще там. Кто как выставляет сети, скажем. Кто-то на кол ее выставляет. Кто-то на оттяжку ее выставляет, да. Все по-разному. Кто к чему приспособлен, и смотря у кого какой водоем. Мне немножко тут неудобно работать. Ну, как-нибудь буду вам показывать. Значит, что мы делаем? Вот отмерил я 60 сантиметров. Теперь я подвожу нитку, которую я замерил. Вот она, рисочка у нас есть, да? Рисочка. Сети любят работу в натяжку, вы уже знаете, да? И просто здесь фиксирую. Да? То есть делаю узел и фиксирую, закрепляю, скажем, эту нить вокруг шнура. Да, под камеру, чтобы еще и видно было, не очень удобно я выставился. У меня тут на даче просто загорожено, тут кресло стоит и все такое прочее. Не очень удобно расположиться. Так, зафиксировал узел. Вот он, узел. И как изначально мы говорили, да, я продеваю 2 ячеи. Любой ячейности сети одеваю первых 2 ячеи. Это я фиксирую сеть, чтобы, скажем, если вы сразу начнете садить, эти уголки будут ездить, плавать, будет неудобно, скажем так. Она путаться будет лучше. То есть неудобство для вас. Скажем, и просто теперь, да, как уже видели на многих сетях, да, мы ее просто здесь фиксируем, эти 2 ячейности, делаем расстояние такое, вот это первое, да просто чтобы проходила игличка, смотря какой игличкой вы работаете, или челнок это называется, игличка, я называю по-разному, суть от этого не меняется, игличка, челнок, и фиксирую просто эти 2 ячейки первые. Зафиксировал. И как далее, то, что я вам рассказывал, да, я делаю там 2-3 промежутка на сети. Ну, так как сеть тут как бы подлиннее, да, я делаю первые там 3 промежутка непосредственно на данной сети, а потом уже буду ставить поплавок. То есть вот здесь еще немножко как бы по видео, сейчас я немножко отключусь, да, немножко попробую что-то переставить здесь, чтобы было вам виднее. Ну вот, немножко я ее переставил получше, а то у меня тут все завалено, скажем так, немножко не расположиться. Погода, лето стоит, жарковато, располагаться где-то в доме неудобно. Ну, какое-то там дальше расстояние, да, какое-то количество ячей, которые необходимо, да. Я там, скажем, набираю определенное количество ячей, которое мне необходимо. Ну, метку я не ставил, да, я просто по линейке, я просто как бы начало сети, садить я ее сегодня с вами не буду, да, непосредственно покажу момент, который спрашивали. Покажу момент, который спрашивал. На простой сети, если это простая сеть, я делаю простые узлы, как уже с вами мы их все разбирали. Я просто на начало просто покажу. Были вопросы. Только не знаю, в принципе, для каких целей.
Были еще плюс ряд вопросов по закреплению жестко поплавка на сети. Не знаю, для каких это целей, скажем так. Ну, я применяю, конечно, это делаю в некоторых случаях. Но я применяю это в тех случаях, скажем, жестко креплю поплавок, если непосредственно у меня, скажем, заканчивается шнур, да, и мне необходимо добавить шнур, то я этот шнур сращиваю этот шнур, да, и непосредственно под поплавок уже загоняю эту скрутку сращивания, да, и как бы жестко тогда фиксирую поплавок, чтобы он не ездил, чтобы эта скрутка не мешала в дальнейшем при постановке или снятии сети. Вот я сделал, скажем, 3 промежутка. Еще раз повторюсь, для чего я это делаю. Для того, чтобы, когда вы ставите сеть, потом ее проверяете в дальнейшем, концы сети меньше крутятся, меньше закручиваются на оттяжку. Меньше спутываются концы, их проще потом раскрутить. Вот, допустим, пошел поплавок, к примеру. Да, пошел поплавок. Значит, были вопросы, как его жестко поставить, этот поплавок на шнуре. Скажем, можно какое-то количество, если вы делаете набора, да, можно, к примеру, страшного в этом ничего нету, да, к примеру, взять там не какое-то количество, допустим, 2 ячеи, в зависимости от размерности поплавка, и поплавок просто вот так сделать сад. То есть уже сделать здесь узел и закрепить 2 ячеи, к примеру. Вы на саде закрепили 2 ячеи. Допустим, набор у вас идет по 5 ячей. К примеру, да, вот это садовое расстояние у вас идет по 5 ячей. То вы зацепили 2 ячеи, сделали здесь узел, потом вы подцепили 3 ячеи и взяли общее расстояние, которое вы садите. И поплавок у вас будет находиться здесь уже жестко закрепленный. Он никуда не будет двигаться по шнуру, он будет жестко закреплен. То есть вот 2 ячеи я пристегнул, сделал здесь узел, да, сделал узел и продолжил дальше садить. Поплавок уже будет опутан нитью, посажен, и ездить он уже так не будет. Да? Это если вы садите, скажем, у вас задача посадки рыболовной сети непосредственно, ну, скажем, стандартная, назовем так. Назовем так, что это стандартная посадка рыболовной сети. Если вы непосредственно готовите, допустим, сеть и с большим промежутком, ну, скажем, вы делаете, не хотите, вернее, вам необходим, допустим, вы садите большое расстояние, и чтобы у вас были большие промежутки, да, или вы там садите, допустим, дифтерной посадкой, да, где у вас столбики должны быть там повыше, да, повыше, и тогда у вас, если вы дифтером садите, к примеру, или большой делаете провис, то у вас петли подойдут вверх, немножко сеть будет перетягиваться. И чтобы вот такого избежать, если вы садите большие расстояния, садовые значения, ну, провисы, делаете большие провисы, то тогда не цепляя, допустим, 2 ячеи, к примеру, да, вы то же самое подгоняете поплавок, делаете узел сюда, фиксируете поплавок, делаете узел, потом вы переворачиваете шнур, делаете узел в обратной стороне, фиксирую уже поплавок 2 стяжками. Раз будет нитка стяжка, 2 будет нитка стяжка. И поплавок будет уже независимо закреплен. И отсюда уже начинаете набирать свои 5 ячей. И там, независимо от того, простой вы занимаетесь посадкой сети, или дифтерной посадкой сети, или еще каким-то образом. И отсюда уже начинаете дальше свои движения. И поплавок уже сядет, как бы будет закреплен 2 жилами, закреплен, и четко сидеть уже непосредственно на шнуре. Вот такие моменты. Кто-то спрашивал, как это сделать. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Да, пишите сообщения, пишите, кому что непонятно.
или отвечу так, или сделаю видео по возможности. Спасибо, всем хорошего дня и отличного настроения.